находимся в кабинете у стоматолога, но не для того, чтобы лечить зубы, а для того, чтобы узнать много интересного про эту очень важную и нужную профессию. Знакомьтесь, это Мария Андреевна, она стоматолог. Добрый день, Мария Андреевна. Добрый день. Мария Андреевна, скажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда вы решили стать стоматологом и почему? Мне было 17 лет, я только закончила школу и решила, что хочу разбираться в том, что происходит в организме человека, особенно во рту. А вы любили в детстве играть в стоматолога? Нет, вообще не любила, нисколечко. Мария Андреевна, а сколько нужно лет учиться, чтобы стать стоматологом? 5 лет нужно учиться, чтобы закончить университет и получить базовые знания. А потом ты учишься всю жизнь, чтобы стать замечательным специалистом. Какими самыми важными и сложными предметами вы изучали? Какие вопросы сложные. Все это нужно вспомнить. Какие самые сложные предметы, наверное, анатомия. Самые мелкие детали в организме человека и их название на латинском языке. Понятно. Какими самыми важными качествами нужно обладать, если хочешь стать стоматологом? Нужно любить своих пациентов, обладать невероятной добротой, пониманием, уметь сострадать их боли. Также нужно быть очень целеустремленным человеком, усидчивым, чтобы иметь возможность постичь все, что происходит в организме человека и как лечение может влиять на все эти процессы. Вы помните самый первый зуб, который вы вылечили? Если честно, нет. Но можно, наверное, что-нибудь вспомнить. В любом случае, самые первые мои работы у самых первых моих пациентов до сих пор можно посмотреть, с ними все в порядке. И с пациентами я тоже могу тебя познакомить. Может быть, ты уже знакома. А ночью вам снятся зубы? Или то, что вы лечите кого-то? Бывает. Бывает иногда. Мария Андреевна, что самое сложное в вашей работе? Очень сложный вопрос. Сложно собрать хорошую команду, которая бы обеспечила надлежащую помощь пациенту. Наверное, это самое сложное. А самое веселое и приятное? Самое веселое и приятное — это когда пациент улыбается тебе после приема. Расскажите, пожалуйста, немного про ваши инструменты и как они называются. Какой самый большой, а какой самый маленький? Ну, поехали тогда смотреть. Что тебе интересно? Какой инструмент самый большой? Самый большой? Ну, давай начнем с обычного терапевтического лотка. Вот он. Он у нас всегда запакован в крафт-пакет. Крафт-пакет — это специальное изобретение, благодаря которому мы можем стерилизовать инструменты и для каждого пациента готовить индивидуальный пакет. Сейчас будет громко, наверное. Это у нас идет пылесос. Индивидуальный набор для пациента всегда содержит данные инструменты. Это пинцет. Я всегда знала пинцеты. Всегда знала, чтобы захватывать разные детальки, да. Латочки, это зеркало. Если хочешь, можешь посмотреть. Нет? Я такая сообразительная. Нет, может, тебе интересно руками все потрогать самой. Это зонд. Зонт? Да. Интересное название. Зонд Типа для наш зонт для или проверки кариозных полостей. Нет, это не как зонтик. Зонд от дождя заканчивается на Т.
а зонд стоматологический на ДЭС. Вот так. Это гладилка, чтобы делать красивые пломбы. Понятно. А какой самый маленький у вас инструмент? Самый маленький инструмент, наверное, это боры. Да. Вот они здесь. Разные боры, щеточки для того, чтобы препарировать полости. А потом полировать и шлифовать пломбы. Каким инструментом легче всего пользоваться? Ими всеми легко пользоваться, если ты умеешь. А каким сложнее всего? Даже не знаю, что сказать. Тем, которые только что изобрели, наверное. Мария Андреевна, какой продукт самый полезный для зубов, а какой самый вредный? Что сказать довольно на этот счет? Конечно, все конфеты, углеводы, чипсы, сухарики, все, что ты знаешь наверняка вредное, оно является вредным для зубов. Если говорить о полезных продуктах, таких как яблочки, морковки, они, конечно, полезные, но это все равно не значит, что после них не надо чистить зубы. После всего надо чистить зубы, утром и вечером. Понятно. Ну, этот вопрос еще у вас впереди. Вот. Какая щетка лучше, электронная или обычная? Электрическая, наверное, да? Ура, у меня электрическая. Сколько раз в день нужно чистить зубы? 2 раза в день, если ты хочешь сохранить здоровье зубов до самых-самых-самых. А где живет зубная фея? Зубная фея? А я не могу тебе сказать. Это секрет стоматолога. А вы в детстве боялись лечить зубы? Нет, не боялась. Я лечила зубы у своего папы, поэтому мне никогда не было страшно. Что посоветуете тем, кто боится? Тем, кто боится лечить зубки, нужно прийти ко мне и поговорить со мной. Для каждого пациента индивидуальный подход. С каждым пациентом надо говорить об этом. Надо обсуждать, что именно им страшно, почему они боятся. После разговора, как правило, все становится лучше. Теперь очень важный вопрос, но нужно будет пофантазировать. Так. Если человечество будет отправляться в экспедицию на заселение новой планеты, построит огромный корабль, но выстроится огромная очередь желающих попасть на него, вы поставили стоматолога где? В начале, в середине или конце? В начале, середине или в конце очереди на корабль для заселения планеты. Интересный вопрос, действительно. Наверное, ты хочешь узнать, насколько важными я считаю стоматологов для того, чтобы они заселяли новую планету. Ну, конечно, важными. Должны быть в числе самых первых, я думаю. Понятно. А можно лечить зубы в невесомости? Я бы не стала. Думаю, нет. Лучше пролечить там, где нет невесомости, там, где есть гравитация. Понятно. Огромное спасибо за такое интересное интервью. Всем пока-пока!